Мы вам приклеиваем парик, рисуем татуировку и сажаем в тюрьму. Наши любимые советские актеры А за что же? Ролан Быков и Елена Санаева прожили вместе 25 лет с момента знакомства в 1972 году до смерти актера в 1998 году. Сергей Бондарчук и Ирина Скопцева состояли в браке 35 лет. Они поженились в 1959 году и были вместе вплоть до ухода из жизни Сергея Бондарчука в 1994 году. Евгений Леонов и его супруга Ванда прожили в браке 37 лет. Молодые люди сыграли свадьбу в 1957 году и были вместе вплоть до смерти актера в 1994 году. Александр Абдулов говорил, главным в жизни для него была семья, жена, сын и собака. Как только гастроли или рабочий день заканчивались, Леонов сразу же стремился вернуться к Ванде и к сыну. Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин прожили в браке 40 лет. Они поженились в 1973 году и были вместе до самой смерти Леонида Даниловича в феврале 2014 года. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова прожили в браке 40 лет, вплоть до самой смерти режиссера в 1993 году. Режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова прожили в браке 41 год, вплоть до смерти актрисы в январе 1975 года. Людмила Поргина и Николай Караченцев были в браке 43 года. Они поженились 1 августа 1975 года. Их союз продлился до самой смерти Николая Караченцева в октябре 2018 года. Анатолий Попанов и Надежда Каратаева. Травма, все достоверно. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Прожили в браке 43 года. Анатолий Попанов искренне считал, что жена дана человеку Богом и должна быть одна на всю жизнь. Олег Янковский и Людмила Зорина прожили в официальном браке 47 лет. Они поженились в молодости, еще будучи студентами театрального училища, и были вместе вплоть до ухода Олега Ивановича из жизни в 2009 году. Василий Лановой и Ирина Купченко состояли в браке 49 лет, с 1972 года вплоть до смерти актера в январе 2021 года. Сергей Юрский и Наталья Тинякова прожили в браке 49 лет, с 1970 года до самой смерти Сергея Юрьевича в феврале 2019 года. Их союз считается одним из самых крепких и гармоничных в истории отечественного театра и кино. Тинякова прожила без мужа еще 6 лет и умерла 18 июня 2025 года. Актер Георгий Юматов и актриса Муза Крепкогорская прожили в браке 50 лет. Они поженились в 1947 году и были вместе до самой смерти Георгия Александровича в 1997 году. Народный артист РСФСР Юрий Каюров состоял в браке с врачом-стоматологом Валентиной Леонидовной. Прожили в браке 50 лет, с 1955 года до ее ухода из жизни в 2005 году. Светлана Немоляева и Александр Лазарев прожили в браке 51 год. Их союз продлился с 1960 года до ухода Александра Сергеевича из жизни в мае 2011 года. Наталья Селезнева и Владимир Андреев прожили в официальном браке 52 года. Их союз начался с 1968 года после знакомства на съемках фильма «Калиф Аист» и продлился вплоть до ухода из жизни Владимира Андреева в августе 2020 года. Ему было 90 лет. Владимир Зельдин и Ивета Капралова были в браке 52 года, вплоть до ухода Владимира Михайловича из жизни. Он ушел из жизни в 2016 году, прожив 101 год.
Актер Георгий Вицин и Тамара Мичурина состояли в браке 52 года. Свадьба состоялась в 1949 году, а союз прервался в 2001 году из-за ухода актера из жизни. Леонид и Нина Куравлевы прожили в браке 52 года. Они поженились в 1960 году и были вместе до самой смерти Нины Васильевны в 2012 году. Советский актер Петр Глебов и его супруга Марина Левицкая прожили в браке 52 года. Они познакомились в молодости и были вместе до самой смерти актера в 2000 году. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Гоша! Привет. Поздновато возвращаетесь, все. Профсоюзные дела, что ли? Я тут 2 часа торчу. Прожили в браке 54 года, вплоть до ухода из жизни самого актера в 2017 году. Их союз был одним из самых крепких и преданных в отечественном кинематографе. Гитана Аркадьевна ушла из жизни в начале 2026 года. Советский сатирик Аркадий Райкин и актриса Руф Йоффе прожили в браке 54 года. Актер Василий Ливанов и его супруга Елена Ливанова в девичестве Балабанова состоят в браке уже 54 года. Они поженились летом 1972 года и с тех пор не расстаются, воспитав 2 сыновей, а в июле Василию Ливанову будет уже 91 год. Инна Чурикова и Глеб Панфилов были вместе 55 лет, до самой смерти актрисы в январе 2023 года. После смерти жены Глеб Панфилов написал следующее: «Очень больно, нет сил это больше выносить». И через 7 месяцев после смерти любимой не стало и самого Панфилова. Знаменитый советский актер Владимир Самойлов и его жена Надежда Самойлова Ляшенко прожили в браке более 55 лет. Они познакомились в студенческие годы, поженились и сохранили взаимную преданность на протяжении всей жизни. Георгий Жонов и Лидия Малюкова прожили вместе 55 лет, до смерти актера в 2005 году. Игорь Кваша и Татьяна Путиевская прожили в браке 56 лет. Их союз, начавшийся с курортного романа, продлился более полувека и прервался только в 2012 году из-за ухода актера из жизни. Геннадий Хазанов и Злата Эльбаум состоят в браке с 1970 года. В 2026 году их браку исполняется 56 лет. Актеры Вера Васильева и Владимир Ушаков состояли в браке 56 лет. Они поженились в 1956 году и прожили вместе до самой смерти Владимира Петровича в 2011 году. Лев Дуров и Ирина Кириченко прожили в браке 57 лет. Их союз продлился вплоть до ухода из жизни Ирины Николаевны в феврале 2011 года. Сам актер очень тяжело переживал смерть своей жены, а в 2015 году не стало и самого Льва Дурова. Михаил Светин и Бронислава Проскурина прожили в официальном браке 57 лет, с 1958 года до ухода из жизни Михаила Семеновича в 2015 году. Борис Токарев и Людмила Гладунко. Актеры и режиссеры Борис Токарев и Людмила Гладунко состоят в браке уже 57 лет. Жанна Болотова и Николай Губенко прожили в браке 57 лет, вплоть до ухода Николая Губенко из жизни в 2020 году. Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Можно я съем что-нибудь? Ну ешьте, вон сколько всего. С прошлого года ничего не ел. Вкусно. Прожили в браке 58 лет. Они поженились еще студентами и были вместе до самой смерти Андрея Васильевича в 2021 году. Вознесенская пережила супруга всего на 11 месяцев. Владимир Меньшов и Вера Алентова были в браке 58 лет. С
1963 года до смерти Владимира Меньшова в 2021 году. Вера Алентова ушла из жизни через 4 года после смерти своего любимого мужа. Режиссер Сергей Герасимов и актриса Тамара Макарова были в браке 58 лет. Они поженились в 1920-х годах и прожили вместе до самой смерти Сергея Аполлинарьевича в 1985 году, став одним из самых легендарных и крепких творческих союзов советского кинематографа. Александр Збруев и Людмила Савельева состоят в браке 59 лет. Владимир Коренев и Алла Константинова прожили в браке 60 лет, вплоть до самой смерти актера 2 января 2021 года. Николай Сличенко и Тамила Агамирова прожили в браке более 60 лет. Они поженились в начале 1950-х годов и были вместе вплоть до ухода из жизни Николая Алексеевича в 2021 году. Игорь Ясулович и Наталья Егорова, дочь известного режиссера Юрия Егорова, прожили в браке 60 лет. Они поженились в 1963 году и были вместе вплоть до ухода из жизни Игоря Николаевича в августе 2023 года. Актеры Майя Менглет и Леонид Сатановский прожили в браке 60 лет. Они поженились в юности и были вместе вплоть до ухода Леонида из жизни. Майя Менглет пережила супруга на 7 лет и умерла в возрасте 87 лет 19 января 2023 года в том же Мельбурне, Австралия, в окружении детей и внуков. Актриса Людмила Касаткина и режиссер Сергей Колосов Играйте, Вика! прожили в браке 61 год. Они поженились в 1950 году, и их союз прервался лишь в феврале 2012 года, когда ушел из жизни Сергей Колосов. Людмила Касаткина пережила мужа всего на 11 дней. Юрий Соломин и Ольга Соломина прожили вместе 62 года. Они поженились в студенческие годы и были вместе вплоть до ухода Ольги Николаевны из жизни весной 2019 года. Утрата жены стала большим ударом для Юрия Соломина. И если бы не семья, то он бы, наверное, быстро отправился вслед за ней. Самого же Юрия Соломина не стало в начале 2024 года. Советский актер Евгений Самойлов и инженер Зинаида Левина прожили в браке 62 года. Они поженились в 1932 году и были вместе до самой смерти артиста. Актеры Владимир Заманский и Наталья Климова прожили в браке 64 года. Они поженились в 1962 году. Их союз продлился до февраля 2026 года, когда Натальи Ивановны не стало, и ее похоронили в Муроме. Потеря Натальи Ивановны стала для Владимира Петровича тяжелейшим ударом. Владимиру Заманскому сейчас 100 лет. Олег Басилашвили и Галина Мшанская. Пока не вышло, но такие вещи сразу не делаются. Ребята, немножко терпения. Прожили вместе 67 лет, до самой смерти Галины Евгеньевны Мшанской. Умерла она недавно, 20 марта 2026 года. Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке 67 лет. Они поженились 6 августа 1956 года и были вместе до ухода Николая Николаевича из жизни в сентябре 2023 года. Александр Ширвинд и Наталья Белоусова прожили в браке 67 лет. Они были вместе с юности, познакомились, когда ему было 16 лет, а ей 15. Пара сыграла свадьбу в 1957 году и прожила душа в душу до самой смерти Александра Анатольевича в марте 2024 года.
Актер Владлен Давыдов и актриса Маргарита Анастасьева были в браке 67 лет. Их союз продлился вплоть до ухода Владлена Семеновича из жизни в 2012 году. Кинорежиссер Светлана Дружинина и кинооператор Анатолий Мукасей состоят в браке уже 68 лет. Они поженились в 1958 году, будучи студентами в ГИКа, и с тех пор не расстаются, являясь одним из самых крепких и известных союзов в отечественном кинематографе. Анатолий Адоскин и Ольга Тарасова. Вы знаете, может, это и ужасно, но не стыдно. Но ведь нехорошо. А вы где, девушка, работаете? А что? Прожили в браке 75 лет. Они поженились в 1944 году и были вместе вплоть до ухода актера из жизни в 2019 году.